Building castles in the sky, just the two of us, you and I. Музыка и искусство спасут мир. Красота спасет мир. В Казахстане я оказался в сентябре, вот в этой волне сентябрят. Хотя я не собирался уезжать из России, но мне было очень тревожно. Я был очень приятно удивлен, когда вот гостеприимством казахов, потому что здесь есть волонтеры, волонтерское движение, много есть чатов поддержки. Я слышал истории, как там казахи незнакомых у себя приютили дома на некоторое время. Но я думаю, те, кто сюда приехал, например, в том числе я понимаю, что я здесь гость, и как гость мне, ну, конечно, я там чту устав, то есть обычаи, и не веду себя, как я веду себя дома. Но русские, которые сюда приезжают, они трансформируются, я это заметил. Люди становятся более отзывчивыми к чужим проблемам. Вот когда вот я жил в Москве, в основном все жили как бы в своем пузыре. А вот я вступил в сообщество местных предпринимателей, и там предлагают учить казахский язык, жахсы, балады. Мне знакомы вот казахские символы, которые используются в кириллице. По профессии, да, я как раз занимаюсь буквами, и на экране монитора там часто их вижу. И для меня это полезно, чтобы свои навыки по строению казахских букв подточить. Ну, многие продолжают удаленно работать, тех, кого я знаю. Да, кто-то ищет работать здесь, кто работает там, ну, такие профессии, как повар или там автодилер. Было много тревоги, когда я жил в Москве, и такой подсознательный. Здесь вот я чувствую спокойствие. Я в 2011 году я поехал в Украину и там жил 4 года. Я был на дизайн-конференции в Киеве, и мне очень понравилась вот, как бы, обстановка, и понравилась украинская речь, потому что моя бабушка в детстве со мной говорила по-украински. Мне было очень комфортно говорить и на русском, и на украинском. Мне было интересно самому на украинском говорить, чтобы его выучить. И, ну, и я не ощущал никакого негатива. Специально изучал украинский язык, чтобы, ну, почувствовать связь там со своими корнями, потому что моя бабушка мне очень дорогая, она моя любимая. И сейчас вот я чувствую, как, ну, разрывается у меня внутри идентичность. Я считаю, что знать свои корни очень важно. И я рад тому, что я 4 года провел в Украине, выучил украинский язык, даже читал лекции. Сейчас, конечно, проходит проверка вот этих моих всех своих корней, своих убеждений. Мне кажется, выход из сегодняшней ситуации — это строить горизонтальные связи. Да, я для себя сделал такой вывод. Вот у нас сейчас здесь такое сообщество русских активное, которые друг другу помогают. И вот эти как раз горизонтальные связи, они помогают заземлиться, помогают быть собой, помогают делать выбор в сторону своей совести и помогают быть человеком. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір свою стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Дякую за увагу.